Мы просто отрезали его размер, сделали разбежку по шву. Здесь тычки, здесь. Исходя из того, что дома 300-метровые, достаточно 3 колес 2-метровых. Процентов 90 наших крыш это из мягкой черепицы. Всех приветствую на канале Леха Мегастроитель. Сегодня будет большой обзор про облицовочный кирпич, про отмостку, про дренажные системы и про кровлю. Расскажу про особенности, нюансы, как сделать такую кладку. В общем-то, все подробно. Начинаем. Начнем мы с облицовочного кирпича. Долго мы этот дом не снимали, хотя нам очень хотелось. Ждали мы кирпичик. Кирпичик у нас здесь скрябин. Здесь у нас есть и тычки, 3/4, и совсем малюсенькие кирпичики. Это на самом деле сама заказчица захотела этого. Она здесь поучаствовала, повставляла такие маленькие вот кирпичики для того, чтобы разбавить стену простой обычной кладкой. Кирпич у нас ригельный, значит, длина его 345 миллиметров, высота 40 миллиметров. Также у нас отбивается часть отмостки, значит, так скажем, от отмостки цокольной части кладки таким вот пояском тычков кирпича, для того, чтобы было разграничение, что это у нас цокольная часть, и это у нас идет уже облицовка самого дома непосредственно. Кирпич у нас здесь сделан с нависанием от полнотелого кирпича. Кирпич мы этот загидроизолировали. Почему? Значит, мы нанесли здесь праймер. Будем еще делать наплавляемую гидроизоляцию. Отмостка здесь в планах не из плитки, не бетона никакая. Она должна быть гравийная с отсыпкой. Вот по типу вот такой вот щебенки, которая сзади у нас лежит, будет подсыпаться. То есть будет утеплитель. У нас здесь фундаментная плита. Значит, 300 миллиметров. Дальше полнотелый кирпич один ряд. Эта часть у нас утепляется, равняется, утепляется. А здесь у нас тоже, соответственно, утеплитель. Вот, делается гидроизоляция, и после чего мы делаем отсыпку из щебенки. И отмостка будет из щебенки, то есть у нас везде вокруг дома будет эта щебенка. Окна здесь четверти мы завели 210 миллиметров, как размер кирпича ВДФ в длину. Сюда будет монтироваться окошко, будут отлива здесь из гранита. Вот. То есть, несмотря что у нас ригельный кирпич большой, 345 миллиметров, мы просто отрезали его размер, сделали разбежку по шву и тем самым создали небольшую четверть 210 миллиметров. Почему именно так? Почему 210, больше, меньше? Ну, вот сейчас расскажу. То есть, у нас здесь идет само окно, которая монтируется, после чего у нас должен остаться внутренний откос. Если мы сделаем больше, то у нас внутренних откосов их просто-навсего не будет, и это будет внутри смотреться не очень красиво, поэтому мы кирпич нарезаем именно, чтобы был 210 миллиметров, дальше окошко, и у нас уже подоконник, чтобы все было логично, как бы внутри дома смотрелось. Иначе, если мы бы завели большой ригель, у нас бы образовался вот такой небольшой подоконник, и он смотрелся бы некрасиво, нельзя ни цветочки, ничего поставить. Хотел бы показать, как мы собираем самую красивую стенку в Воронеже из кирпича, из ригельного, из скрябина, вертикальный кирпич. Как его монтировать, сложно или легко? В основном мы вертикальный кирпич, когда монтировали, мы его клеили на стенку всегда. То есть часть была облицовочного кирпича и часть непосредственно плитки ригельной или обычного кирпича, который клеится на подсистему. В данном случае мы кладем кирпич целиковый, ригельный, со всеми швами, со всеми перевязками, которые возможны. То есть у нас идут вот в этом шве, на этом шве у нас сетка идет, которая перевязывается.
для того, чтобы связать несущую стену с облицовкой. Также у нас есть еще пояс, который отбивает непосредственно обычную кладку, да, стандартную, значит, от вертикального кирпича. Здесь у нас еще один будет, то есть вот эта кладка вертикальная, она будет ровно 90 сантиметров, после чего у нас такой же будет пояс и будет штукатурка, переходящая в кровлю, то есть на кровле тоже будет подшиваться штукатуркой. Вот, и часть стены, все перемычки над дверьми будут у нас здесь из штукатурки. Колонны, соответственно, у нас, которые здесь имеются, одна еще, мы ее еще не начали, так скажем, обкладывать. Одну мы уже начали обкладывать. Принцип один и тот же, как и, значит, на доме. Все пояски, все вертикальные кирпичи, все аналогично. Вот здесь, обратите внимание, есть вот сеточка, которая... Ребята ее распиливают именно на вот этот вот кирпичик, который есть. Сеточку подкладывают и, соответственно, раствором придавливают, чтобы была связь между несущей и облицовочным кирпичом. Как у нас заводится вот здесь непосредственно четверти. Если вот где я вам до этого показывал, здесь просто у нас 21, да, расстояние. Здесь мы подобрали, то есть тычки у нас заходят. Здесь тычки, здесь. Но если вот присмотреться, вот эта часть, это у нас получается постель кирпича. То есть это лицевые стенки, а это постель. И вот плюс огромный именно у Скрябина, то что у них цвет практически не отличается. Просто видно, что это там где-то от транспортировочных лент, еще что-то. Но по своей сути кирпич практически не отличается. И возможность есть сделать эту постель на лицевую стенку. То есть он не выделяется, так скажем. У других производителей сильно отличается. И если сделать здесь эти уголки, они будут всегда не очень красиво смотреться. Здесь будет лежать кирпич весь. Вот таким вот образом будет напиленный. И под размер просто на все будет выкладываться полностью вертикально. Но при этом, где будет возможность, сеткой будет перевязываться между собой, для того, чтобы этот уголок, он крепко, надежно держался. Еще мы пропустили вот момент один такой. Мы сейчас вернемся назад. Здесь чуть-чуть по-другому все это сделано. Это лицевая у нас стенка. А это получается у нас уже постель. То есть это просто спиленный с кирпича. Мы взяли кирпич, распустили его, чтобы у нас одинаковый размер получился с этих сторон. И смонтировали на вот эти вот углы. Вот здесь можно обратить внимание, это тоже постель кирпича. Это вот так называемая реверсная сторона кирпича. То есть у меня вот где прокат идет. Заказчица сказала мне выкладывать хаотично и с такими. То есть чтобы было, так скажем, максимально все это разбросано. Где-то кирпичик у нас вот тут с песком, где-то без. В общем-то, смотрится все, конечно, бомбически. Это, кстати, тоже у нас постель, что здесь. Это постель кирпича, но при том, что здесь песок, здесь нету, кажется, как вот лицевая часть кирпича. Здесь будет плитка заходить, которая будет на входной группе. И, соответственно, ровно вот 3 ряда кирпича здесь, которые идут. Вот, 3 ряда кирпича, это 15 сантиметров. То есть отсюда будет 15 сантиметров одна ступенька. И потом пойдет у нас вся полностью цокольная часть вокруг дома в одной отметке. Вот, для этого мы сделали вот такой вот выступ, то есть на который сейчас и укладывается кирпич. То есть мы специально сместили это во внутреннюю часть, а это напуск сделали кирпича для того, чтобы нам облицовочный кирпич на него можно было смонтировать. Ну и, соответственно, здесь сделали сначала обмазочную гидроизоляцию, потом еще здесь решили добавить не только обмазочную гидроизоляцию, но и, соответственно, наплавляемую. То есть мы поднаплавим под этот весь кирпич, чтобы не было замокания у нас фундамента во внутреннюю часть, потому что это самые такие моменты опасные, когда может водичка подойти к фундаменту и пойти между рубероидом
значит, самим фундаментом и кирпичом лежит вот рубероид, да, между кирпичом и фундаментом. И вот как раз эта прослойка, где может пройти водичка, если, мало ли, вот тут у нас дожди вот были, условно, неделю назад очень сильные. Вот при таких дождях, ну, что-то может в теории пройти. Как бы и мы не встречали, но, тем не менее, мы максимально закрываем, чтобы не рушился ни кирпич. Вот, и все это долго служило. Еще хотел бы такую фишку рассказать. Вот таких вот подместей, которые мы используем для облицовки стен, да и вообще забутовки. То есть такие вот прямоугольнички, которые мы сами наварили из трубы 40 на 40, усиление уголков поставили. То есть это как трансформер. То есть его можно вертикально поставить, да, вверх, можно положить вот лежа, да, можно поставить на бок. И, соответственно, у нас каждый раз меняется высота. Если нам нужно сделать еще выше, они просто на все одну на одну ставятся и замыкаются, ну, определенными замками, которых сейчас здесь нету. Ну, в дальнейшем мы вам, возможно, покажем. Очень удобная штука. Они легенькие, можно перенести как один человек, также и вдвоем. Быстро переставить, не нужно разбирать. Имеем мы свой там манипулятор, форды, мы просто закидываем их, быстро перевозим, и сразу ребята начинают работать. Не нужно собирать, ставить треугольники, еще что-то. Только вот подмости накидать, и все. Здесь обычная кладка у нас по стенке. И вот мы сейчас переместимся в одно местечко такое. Значит, у нас вот здесь внутренняя часть вся дома. Здесь у нас будет стол, барбекю, в общем-то, и терраса, которая выходит у нас с кухни-гостиной. Внутренняя вся часть, она будет немножко из другого кирпича. На ней уже не будет никаких ни 3D, останутся только тычки, значит, и просто обычная кладка из ригельного кирпича, тоже из Скрябина. Он сегодня к нам уже тоже приехал. Думаю, что мы скоро закончим. Что я здесь хотел показать и обратить внимание. С той стороны, с входной группы, у нас есть ступенька, которую мы выбили для того, чтобы положить кирпич. За то, что я им сказал, где плитка. А в данном случае с террасы, так как у нас уровень пойдет 1, у нас будет с кухни-гостиной 0, да, пола. И здесь то же самое, у нас вся плитка будет в один уровень. Здесь мы кирпич не сбивали, не выкладывали, то есть как вот в той части. Вот видно сразу переход, где у нас цокольная часть идет кирпича облицовочного. А вот эта часть вся, она будет утепляться, она будет заливаться. И здесь в дальнейшем будет плитка крупноформатная. Основные отличия цоколя того, где у нас идет еще вот этого кирпича 3 ряда облицовочного кирпича, за место этого здесь обычный полнотелый кирпич. Такие же 15 сантиметров, то есть это та же самая ступенька переходящая, только уровень пола отсюда уже будет здесь начинаться, поэтому нам нет необходимости выкладывать облицовочный кирпич здесь. То есть у нас подойдет уровень пола чистовой, вот просто к окошку, и все. Поэтому мы здесь, вот, так скажем, для экономии денег заказчика мы сделали обычный полнотелый кирпич. А вот здесь вот, поближе сейчас подойдем, здесь вот как раз, где будет заканчиваться терраса, у нас идет облицовочный кирпич, цокольная часть, а дальше идет обычный полнотелый кирпич, здесь уже будет подходить терраса. И вот до сюда у нас, соответственно, просто примкнет, значит, терраса, здесь будет уже ступенька и пойдет цокольная часть. А здесь уровень пола будет вот как раз под вот этот вот кирпичик. Осталось рассказать здесь у нас про дренаж и про кровлю. На кровлю сейчас мы тоже поднимемся. Про дренаж. Ну, соответственно, у нас есть водосточная система. То есть мы сейчас делаем везде водоотведение первым делом, чем говорим, а как будем воду отводить. И мы не просто так это спрашиваем, потому что это реальный комфорт для любого дома. Куда будет вода, в общем-то, уходить. То есть мы здесь, вот у нас есть водосточная система, желоба, воронки стоят в той части. Будут стоять трубы, будут стоять кормушки, в которые будет уходить вода.
так как у этого заказчика достаточно большой участок и имеется рельеф, то есть в той части у нас идет спад большой, и мы просто на всю трубу вынесли, так скажем, чтобы она самотеком уходила. Если участки небольшие и нету рельефа и вокруг соседи одни, то просто-навсего в конце этой трубы нужно смонтировать железобетонные кольца 2-метровые в диаметре и по 3 колечка заложить. Этого будет достаточно. Но, есть одно но. В зависимости от дома и площади кровли нужно тоже рассчитывать. То есть это можно сделать как бы грамотным путем, есть определенные расчеты, но там берутся всегда пиковые, так скажем, когда ливни, еще что-то. Исходя из этого делается расчет. В принципе, вот исходя из того, что дома 300-метровые, достаточно 3 колец 2-метровых. Мы не берем какие-то, когда проливные там дожди идут неделями, там какие бы кольца бы уже не ставили, они все всегда перенаполняются. То есть, если мы берем умеренные дожди, этого полностью за глаза. Поэтому дренажи желательно бы делать всегда, потому что иначе газоны потом затапливаются, кусты куда-то уплывают. В общем-то, это какой-то определенный дискомфорт вызывает, когда с кровли в одну определенную точку стекает много воды. Теперь, погнали на крышу, посмотрим кровлю. Коротко снизу расскажу, что у нас мы имеем. Матовые все отлива, капельники, лобовая часть, которая сейчас ее еще нету, но будет закрываться. Часть подшивной будет штукатурки, часть металлической. Водосточная система, аквасистема у нас тоже она матовая. И сейчас поднимемся наверх, я расскажу про кровлю. Какая у нас кровля, как ее монтируют. Значит, у нас керамит, здесь финская черепица, двухслойная. В принципе, пирог стандартный, стропильная система, USB, гидроизоляция. Здесь холодный чердак у нас идет, подкладочный ковер и сама черепица. Вот эта часть называется яндова, подрезается она. Сейчас идет у нас здесь полным ходом монтаж. Сверху можно посмотреть, что в принципе в некоторых частях мы используем снегозадержатели, а так по большей степени они не сильно необходимы, потому что на ней имеется такая базальтовая крошка, которая сама по себе не дает снегу или льду просто-навсего сползать. Она за счет нее держится. Сейчас достаточно жарко, под моими ногами видно, что она чуть проминается, но так как она на основе, такого как базальта идет, да, СБС модифицированный, там битум и так далее. То есть вот видно здесь вот сейчас вот жара, он прям выступает прям наверх. То есть черепица качественная, очень много в ней, достаточно битума. Труба у нас также искрябина из кирпича полностью. Здесь труба, сделается примыкание, поставится хороший колпак. Мы предпочтение отдаем всегда кровлям именно финским. Процентов 90 наших крыш это из мягкой черепицы. Крайне редко уже металл, практически его не делаем. Какие-то еще кровли используем, да, там цементно-песчаные, они сейчас минеральные называются. Керамику это редкий случай, в основном вот по мягкой черепице. У хороших специалистов есть вот такие нейлеры, которые пробиваются гвозди кровельные, а кто-то по старинке молотками. Катушки вот таким вот образом выглядят из-под гвоздей. То есть это такой же кровельный гвоздь, рифленка, но при этом он в катушку заматан и подпаян на проволоку. То есть и прибивается непосредственно вся эта у нас здесь черепица. В той яндове уже мы посмотрели, сейчас подрезана была черепица. В этой яндове еще нет, но ребята уже разметили все, вот
набивается мягкой черепицей для того, чтобы ровно у нас шли ганты. То есть вот это называется гонт. То есть одна черепица, вот это называется гонт. Чтобы они ровно шли, здесь отбиваются полоски, по которым уже непосредственно набивается сама черепица. Потому что она имеет небольшое отклонение в геометрии. И если гнать, ссылаясь на то, что просто одно к одной прикладывать, черепица потом будет по крыше идти волной. Когда отбиваются такие полоски, все у вас четенько. Синенькая шнурка вот эта отбита. Это у нас непосредственно центр яндовы, по которой будет просто-навсего отрезаться вот таким вот образом. Дальше кант черепицы. Она в дальнейшем просто вся подрезается именно по этой линии. И создается две четкие полоски от гантов, от черепицы. Ну, про кирпич рассказали. Значит, про водоотведение рассказали. Про гидроизоляцию тоже рассказали. Про кровлю тоже рассказали. Если вам понравилось это видео, пишите комментарии, чего не хватает, что бы вы хотели увидеть. Готов я это снимать. Но пока вашей отдачи нету обратной, я до конца еще не понимаю, что хочет видеть зритель. Поэтому напишите обязательно, что бы вы хотели увидеть, про что нужно рассказывать, где заострять больше внимания. И мы обязательно будем именно видео корректировать под вас, под зрителей, что вам больше нравится, что необходимо. Потому что для нас это уже целая жизнь, и кажется, все вроде уже просто, потому что каждый узел уже отточен до мелочей. Но, возможно, вам что-то конкретно будет интересно и нужно. Мы обязательно под вас видео это снимем. А на сегодня я с вами прощаюсь. Пока.